Железнодорожный вокзал «Луна-Крик», расположенный в промышленном районе юго-запада, в ночное время превращался в почти мистическое пространство. Огромные арочные окна с видом на рельсы, бесконечный металлический потолок, из которого свисали цепи с тусклыми лампами. Все напоминало кадры из старого фильма. Звук шагов гулко отдавался от стен, будто здание само дышало в темноте. Было почти полночь. Поезд номер 703, пришедший из Осаки, опоздал из-за непогоды над побережьем. Ливень и сильный ветер в районе перевала задержали движение. Это был последний поезд в расписании, и те немногие, кто его ждал, уже давно устали и выглядели отрешенными. Агент службы транспортной безопасности Марк Эндрюс проверял планшет с маршрутом патрулирования. Бывший морской пехотинец, он сменил форму на гражданскую после травмы во время учений, оставив за плечами все, что определяло его прежнюю жизнь. Колено, в котором теперь стоял титановый штифт, временами ныло, особенно по вечерам. Но он знал, работа нужна не только ради стабильности, но и ради Новы. Нова, бельгийская овчарка Малинуа, сидела рядом, внешне неподвижная, но внутренне напряженная, будто собранная пружина. Ее осанка была идеальной. Голова высоко поднята, уши стояли торчком, хвост аккуратно обернут вокруг лап. Шерсть, короткая, гладкая, как отполированная медь, отливала серебром под светом вокзальных ламп. В ее глазах, внимательных, янтарных, читалась сосредоточенность, столь редкая для животных. Нова не отвлекалась по пустякам. Она не просто смотрела, она считывала пространство, оценивая и принимая решения быстрее, чем многие люди. Она была не просто служебной собакой. Для Марка она была больше, чем напарник. Его вторая тень, его ухо, его интуиция. Их связь не строилась на командах, выученных на дрессировочной площадке. Она родилась из общего опыта, из доверия, построенного шаг за шагом, патруль за патрулем, погоня за погоней. Когда Марк возвращался из смены уставший, именно Нова ложилась у двери и ждала, пока он скинет обувь, будто охраняя его тишину. История Новы началась не в вольере элитного питомника, а на обочине заброшенного шоссе в Неваде. Ее щенком подобрал дальнобойщик на старом фрейт-лайнере, когда та, истощенная и с раненой лапой, перебегала трассу. Ветеринар в маленьком городке заштопал ей кожу, а волонтеры приюта дали ей имя. Но взгляд, настороженный, умный, почти человеческий, оттолкнул большинство потенциальных хозяев. Она не прыгала на людей, не ластилась, не просилась на руки. Она смотрела, оценивая. Марк увидел ее, когда прибыл в Центр служебной кинологии как приглашенный инструктор. Он остановился у ее клетки, а она не сделала ни одного движения. Только встретилась взглядом. Это было молчаливое взаимное признание. «Я вижу тебя. Ты видишь меня». Ни один другой тренер не хотел брать ее в работу, считали слишком замкнутой, слишком недоверчивой. Но Марк настоял. Он выбрал ее, как выбирают не оружие, а союзника. Обучение Новы было долгим. Она не запоминала команды автоматически, она обдумывала, иногда медлила. Но когда понимала задачу, выполняла ее так, будто это была ее собственная идея. Через полгода она уже различала тревогу в дыхании человека, ложь в интонации, обман в телодвижении. Не каждый человек способен на такое. Она отличалась не только острым нюхом, но и почти сверхъестественным восприятием настроений. Марк однажды пошутил, что Нова видит тень за спиной, и в какой-то степени это было правдой. Она не просто искала запрещенное. Она чувствовала, когда человек опасен, еще до того, как он решался на действие. Для всех она была служебной собакой. Для Марка — спутницей,
которая не предаст, не ошибется, не устанет быть начеку, когда все остальное уже опустило руки. Тот вечер не предвещал ничего необычного. В зале было спокойно. Несколько пар с чемоданами, одинокий турист с рюкзаком, женщина с коляской. Как обычно, Марк следил за потоком, а Нова обнюхивала воздух и мимо проходящих. Однако в какой-то момент она напряглась. Все произошло в секунды. Сначала она замерла, потом резко рванулась вперед. Марк почувствовал движение в поводке, но отпустить не успел. Нова сорвалась. Она молниеносно подбежала к женщине, толкавшей детскую коляску, и запрыгнула лапами на ее край. Женщина закричала. Одеяло соскользнуло, и под ним блеснул металл. Младенец закричал, вокруг поднялся шум. Это был пистолет, настоящий, промышленный, без серийного номера, заряженный. Мгновенно по вокзалу прошла тревога. По инструкции сотрудники перекрыли платформу, направив пассажиров в другую сторону. Женщину изолировали. Марк держал Нову крепко, но видел, что она затаилась. Ее инстинкты все еще работали. Позже, в комнате досмотра, все выяснилось. Женщина, Мика Сайто, рассказала свою историю. Бегство от мужа, Тревора Крайна, влиятельного владельца охранной компании из Сиэтла. Камеры в доме, контроль, изоляция, финансовые ограничения, домашнее насилие. Она не могла сбежать, пока не узнала, что он собирается увезти ребенка в Канаду. Тогда она украла пистолет, подделала документы, отправилась в Японию, а оттуда обратно на поезде, надеясь уйти через границу в Монтане. Коляску она выбрала сознательно. Муж не трогал детские вещи. Оружие было ее единственным шансом на защиту. На ее шее был кулон, внутри которого прятался USB, фотографии, видео, медицинские отчеты, доказательства. Власти признали ситуацию. Обвинение в контрабанде оружия сохранилось, но прокурор предложил сделку, условный срок, участие в программе поддержки женщин, консультации, защита. 6 месяцев спустя Марк приехал к дому в пригороде Бенд. На крыльце играли листья, в окне светился ночник. Мика встретила их с сыном на руках. Мальчик был здоров, тянулся к Нове с детской улыбкой. В доме было тепло. Рядом с ним лежала молодая черная лабрадорка, новая собака из программы поддержки. Нова легла у ног малыша. Все было спокойно. Она чувствовала, что миссия выполнена. Иногда самое правильное решение не оформлено протоколом, оно зарыто в инстинкте. И если одна собака смогла изменить судьбу, значит, спасение возможно. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.